Привет, теннисюги! Вы находитесь на канале Table Tennis for You, TT4U. Здесь вы найдете видео о настольном теннисе и его развитии. Поддержите наш канал подпиской, лайками и, конечно, ждем ваших комментариев. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Олег, и вы находитесь на канале Table Tennis for You. Сегодня наше видео будет касаться обзора 2019 года в теннисном плане. Мы хотим сделать анализ важных соревнований, показать, для кого этот год действительно оказался очень удачным, для кого не очень, рассказать о важных сенсациях этого года. Конечно же, заденем такие темы, как чемпионат мира, кубок мира, то есть основные важные соревнования и опены, которые происходили за 2019 год. Мы максимально старались сделать качественное это видео, поэтому, пожалуйста, оцените его лайком и поделитесь вашим мнением о нем. Итак, мы начинаем с первого турнира в году. Это Hungarian Open, открытый чемпионат Венгрии. Проходил он в середине января. Несмотря на то, что это первый турнир в году, собралось очень большое количество сильных игроков. Как всегда, сетка на 32 участника. И также нужно было, чтобы в основную сетку попасть, пройти квалификацию. Маленькая сенсация стала то, что Владимир Самсонов обыгрывает Патрика Франциску и проходит в четвертьфинал. Хьюго Кальдерано неплохо также идет, но проигрывает 4-2 Ван Чунциню. Шибаев Александр обыгрывает Вон Чунтинга, но потом проигрывает Фан Жиндонгу. В полуфинале у нас встречаются Линь Гаян и Сюсинь. Два китайца, два левши, очень много играют между собой. Сюсинь обыгрывает Линь Гаяня больше, но здесь он проигрывает 0-4, и Линь Гаянь попадает в финал первого турнира в году. В верхней сетке у нас Фан Жиндонг проигрывает 3-4 и продолжает свою серию поражений, проигрывая Ван Чунциню. В финале у нас встретились Ван Чунцинь и Линь Гаянь. Линь Гаянь легко побеждает 4-0. Тем временем у нас начинается открытый чемпионат Катара, Катар Open, который проходил 26-31 марта. Сетка на 32 участника, очень сильный состав. В верхней сетке у нас Патрик Франциско с трудом 4-3 обыгрывает Кукиниву, попадая на Сюсиня. Сюсинь обыгрывает Франциску и попадает на Малонга. Малонг, который восстановился после травм и долгой реабилитации, очень хорошо начинает, обыгрывая Тима Бола 4-0, далее Мизутани 4-0, 4-2 в полуфинале Сюсиня, выходя в финал Катар Open. В нижней сетке у нас Харимото обыгрывает Лян Жинкуня 4-0. Довольно интересный матч, советую посмотреть. И тут у нас получается интересная ситуация. Фальк Матиас побеждает 4-3 Харимото, далее попадая на Линь Гаянь. Линь Гаянь, обыгрывая перед этим Лин Южу и Джан Вуджина, также обыгрывает Фалька Матиаса 4-3. Очень сложный матч. И в финале встречаются Малон и Линь Гаянь. Малон обыгрывает 4-2, доказывая всему миру, что он еще в форме и на ходу. Getting the fly out of the way, not sure if I didn't recognize a Marvel comic book sign here from the big fan himself, the collector. Наступает у нас самый важный турнир в году. Это чемпионат мира по настольному теннису 2019 года, который проходил в Будапеште. Самый сложный и самый многочисленный турнир с очень сильными игроками. Сетка на 128 человек с квалификацией. Фан Жиндонг неплохо начинает турнир, в 1/16 проигрывает Лян Жинкуню 4-2, продолжая серию своих поражений и неудач. Овчаров Дмитрий проигрывает Кукару Томисову и становится этот матч сенсацией. Далее Лян Жинкунь обыгрывает 4-3 Кукиниву, попадая в полуфинал с Малонгом. Малонг перед этим обыгрывает Самсонова 4-1, Кальдерана 4-1 и Линь Гаяня 4-0. Также обыгрывает в полуфинале Лян Жинкуня и попадает в финал чемпионата мира. В нижней сетке Харимото очень неплохо начинает, обыгрывая Маркоса Фрейтаса 4-0, но попадает на молодое дарование из Кореи Анджей Хюна, проигрывая ему 4-2, который в дальнейшем станет бронзовым призером чемпионата мира. Тима Бол довольно хорошо начинает турнир, но снимается из-за плохого самочувствия. И главная сенсация в нижней сетке стала, что француз Симон Гази обыгрывает 4-2 Сюсиня, далее 4-0 разносит Ван Янга, но попадая на Матиаса Фалька, просто
просто в невероятной форме, проигрывает ему 4-1. До этого Матиас обыграл Ли Сангсу 4-1 и Тиаго Аполлонию 4-0. Далее в полуфинале Матиас Фальк обыгрывает 4-3 Анджея Хьюна и попадает в финал чемпионата мира. Это очень важное событие для европейцев. Это было давно, когда европейцы последний раз попадали в призеры на чемпионате мира. Малонг в третий раз защищает свой титул, становится рекордсменом в этом плане, побеждая 4-1. This is the greatest of all time at this point in history. Ma Long putting it in stone. The world can know that you have been watching somebody nearly superhuman on the table. A masterclass for all. And respect to Matthias Falk. He came in with the gloves tied tight, gave quite a fight. Really a respectable performance, and in game 4 this could have opened up to go either way, but Ma Long right now. В женском разряде у нас произошла невозможная просто сенсация. Лью Шивэнь наконец-то занимает первое место на чемпионате мира спустя много лет. Ей это далось все нелегким трудом. Она обыгрывает в 1/4 Катамию, в полуфинале обыгрывает Диннин 4-2 и в финале она с уверенностью выигрывает 4-2 Очинмен. В парном мужском разряде происходит очень интересная сенсация. Пара Овидио Ионеску и Альваро Робос из Испании обыгрывает Джонатана Гроута и Пичфорда Лиема. Далее, попадая на Фалька Матиаса, Кристиана Карлсона, обыгрывая их 4-0. В полуфинале они встречаются с Тиаго Аполлонио и Жоао Монтейро, просто показывая невероятный теннис и обыгрывая 4-3. К сожалению, уступая в финале Малонгу и Ван Чунцини, но эти ребята очень сильно поработали и действительно достойны второго места. The tears in a spectacular finish. A dive. Montero falls to the ground to get out of the way, and a dive from Apollonia, but it's not enough. Сразу после чемпионата мира в Будапеште стартует открытый чемпионат Китая China Open, который начался 28 мая и шел по 2 июня. Сетка на 32 участника представлена очень многими китайскими спортсменами, так как играют они дома во главе с Фан Жиндонгом, Малонгом, Сюсинем, Лян Жинкунем и Линь Гаоянем. В верхней сетке у нас дела складывались так, что Фан Жиндонг имеет 2 победы, попадает в четвертьфинале на Малонга, проигрывает 4-1, тем самым продолжая серию своих неудач, но в дальнейшем он вернется в строй и обрадует своих болельщиков. Малонг имеет хорошие победы над Кокинивой, Харимото в полуфинале и попадает в финал China Open. Также стоит отметить хорошую игру Харимото, перед этим обыграв Пичфорда Лиема, Ван Чунтиня, но чуть дрогнув в полуфинале, он проигрывает Малонгу. В нижней сетке очень неуверенно стартует Линь Гаоянь, имея победу над Овчаровым 4-3, Лян Жинкунем 4-3, но в полуфинале уже полегче, он обыгрывает Сюсиня 4-2 и попадает в финал China Open. Тима Болл обыгрывает Монтейро 4-3, Юзи Яна 4-3, но проигрывает без шансов Сюсиню. Я так понимаю, что это очень неудобный для него соперник, так как он всегда очень трудно ему играть против такого стиля. Встречается у нас в финале Малон и Линь Гаоянь, и Малон с легкостью побеждает 4-0, тем самым гарантируя себе первое место дома на открытом чемпионате Китая. No celebration, but a pat on the butt for Lin Gaoyuan. Congratulations, Ma Long. Just another check mark. 4-9 июня стартует Гонконг Open. Очень такой хороший по силе турнир. Сетка на 32 участника. Первый сеянный Линь Гаоянь начинает с победы над Рикардо Вальтером. Далее побеждает Мате, Ван Чунциня в полуфинале Лян Жинкуня. И выходит в финал Гонконг Open. Очень хорошие встречи еще были в 1/32 финала. Например, Тима Болл с трудностью обыгрывает Ширата Камала Чантус Индии с 4-3. Далее очень тяжело обыгрывает Махару Ишимуру 4-3. Проигрывает в 1/4 финала Жую китайцу, также Люшаун 3-4, тем самым не попадая в полуфинал. В нижней сетке Харимото обыгрывает Жона Пирсона, Квадриаруну, Мизутани и Жую, попадая в финал открытого чемпионата Гонконга. Очень хорошо стоит также отметить игру Матиаса Фалька, обыгравшего Ван Чунтинга и Казухира Ишимуру, но проигравшего в полуфинале Лян Жинкуни. В финале встречается у нас Линь Гаоянь и Харимото. Здесь Линь Гаоянь в этом матче одерживает победу, этим самым себе гарантируя чемпионство в открытом чемпионате Гонконга.
Ling Gaoyuan, are we looking at the world #1 next month? We are looking at the champion of the Hong Kong Open. He's played a final. Тут у нас лето в самом разгаре, далее идет Japan Open, открытый чемпионат Японии 12-16 июня. Сетка на 32 участника во главе с Фан Джиндонгом, первым номером мирового рейтинга. Он опять встречается в четвертьфинале с Малонгом и берет у него реванш за открытый чемпионат Китая, побеждает 4-1. Малонг перед этим побеждает бронзового призера чемпионата мира Анджея Хьюна и Жан Сика в борьбе 4-3 и проигрывает Фан Джиндонгу. Очень хорошо начинает Овчаров, но попадая на Жан Вуджина, проигрывает ему 4-0. В сетке, попадая на Сюсиня, Фан Джиндонг проигрывает 3-4 и Сюсинь заходит в финал открытого чемпионата Японии. В нижней сетке у нас очень непредсказуемо побеждает Цан Вэн, Харимото 4-0, это китаец молодой. Далее побеждает Ли Сан Су, Лян Жинкуня 4-2 и только уступает в полуфинале Линь Южу, который до этого обыграл Кальдерана, Линь Гаояня и других очень сильных игроков. В финале встречаются у нас Линь Южу и Сюсинь, и молодой тайпеец проигрывает 4-1 и Сюсинь побеждает в открытом чемпионате Японии. And the fans race to the barriers, autographs awaiting. What a performance! Xu Xin, the only player who could take out the silent assassin Lin Wenru. Хочется также отметить вторые европейские игры, которые проходили в конце июня месяца в столице Беларуси Баку. Здесь собрался самый сильный состав из европейских игроков, которые приехали побороться за путевку на Олимпиаду в Токио 2020 года. Украину представляли здесь Коулей и Евгений Прищепа. Прищепа проиграл в третьем отборочном раунде будущему бронзовому призеру вторых европейских игр в мужском одиночном разряде Томиславу Пукару 4-1. Коулей же дошел до полуфинала, проиграв Джонатану Гроту, который легко прошел первые раунды, но проиграл 0-3 Ван Янгу и мог не добраться до этой стадии и выиграл, тем самым приблизив себя к финалу вторых европейских игр. Тима Бол обыграл Владимира Самсонова 4-1, а Коулей перед этим обыграл Седрика Нунченко. В полуфинале Джонатан Грот легко обыгрывает Коулея, и для Украины это явно минус и разочарование в китайце. Тима Бол выигрывает Томислава Пукара 4-1, и в финале встречается Джонатан Грот и Тима Бол. Тима Бол обыгрывает легко со счетом 4-2. Коулей в матче за третье место показывает не свой лучший теннис и проигрывает Томиславу Пукару 4-1, тем самым оставляя Украину без медали. 2-7 июля начинается у нас Корея Open 2019 года. Довольно сильный состав, сетка на 32 участника. Первый сеянный Фан Джиндонг начинает свой турнир над победой над соотечественником Ксю Синчао. 4-3, очень тяжелый матч для него. Далее уже полегче, побеждает Альваро Робоса 4-0, но попадает на представителя Кореи Ян Йонг Сика. На этом турнире Корея Open каждый год творится какие-то сенсации. Вот как и в этом году, Ян Йонг Сик все-таки побеждает 4-2 Фан Джиндонга, попадает в полуфинал. И совсем чуть-чуть не хватает над победы над Малонгом. Ян Йонг Сик уступает и не попадает в финал, а Малонг тем самым обеспечивает себе попадание в финал открытого чемпионата Кореи. Очень интересные матчи получились в 1/16 финала между Фальком Матиасом и Кристиан Карлсоном. 4-2 победу одержал Кристиан Карлсон. Поборолся также с Малонгом, но не хватило все-таки опыта. В нижней сетке у нас Томоказу Харимото доходит до четвертьфинала, проигрывает своему очень неудобному сопернику Ван Чунциню 4-2. А в второй сеянной Сюсинь с легкостью обыгрывает и Квадриаруну, и Лян Жинкуня, и Ван Чунциня. И в финале встречается с Малонгом. Финал у нас удался очень зрелищным. Как мы знаем, Сюсинь и Малонг играют друг против друга уже очень много. Сыграли много интересных поединков. И этот матч еще раз доказывает, что такие матчи нельзя пропускать. Сюсинь одерживает победу 4-1. Для него это очень важная победа. И он в очень хорошей форме, с чем мы его поздравляем. Далее у нас стартует Australian Open, открытый чемпионат Австралии 9-14 июля. Сетка у нас представлена очень сильными спортсменами из Европы. Также были китайцы, японцы, тайпейцы и корейцы на этом турнире. Фан Джиндонг очень хорошо начинает турнир победой 4-3 над
Кристиан Карлсоном. Очень тяжелый матч выдался, но в дальнейшем в 1:16 происходит сенсация. Он проигрывает Патрику Франциско, который в форме, и проигрывает ему со счетом 2-4. На этом Патрик Франциско не останавливается и обыгрывает 4-3 Матиаса Фалька. Очень напряженный также матч. Очень интересно было наблюдать за этим матчем. И ведя у Сюсиня в полуфинале 10-9 в седьмом сете, не удается ему дожать, и он проигрывает этот поединок. Сюсинь тем временем попадает в финал открытого чемпионата Австралии. Перед этим также обыгрывая Кальдерана и Ли Нижу. В нижней сетке у нас отличился Ван Чун Цинь, который обыграл Лема Пичфорда 4-0, Лян Жинкуня 4-1, в полуфинале самого Малонга 4-2. Но в финале Сюсинь не оставляет ему шансов и забирает у него возможность получить свой первый титул на мировой арене в открытом чемпионате какой-либо страны. Но у Ван Чун Цина еще будет такой шанс, и мы подойдем к этому вопросу позже. И тут у нас начинается Лига Т2, которая проходила в Малайзии с 18 по 21 июля. Сетка на 16 человек, здесь представлены самые сильные игроки мира. За победу здесь присуждаются очень хорошие призовые. Могу сказать, что матчи здесь максимально интересные, так как правила чуть-чуть отличаются от принятых правил настольного тенниса. Здесь играются матчи на время. Если время заканчивается, то сет играется до 5 очков. И здесь, на этом турнире, мы видим зарождение новой теннисной звезды. Это 19-летний тайпеец Ли Нижу, который обыгрывает Мизутани, самого Малонга 4-2, Вон Чунтина, и в финале 4-1 обыгрывает Фан Жендонга. В нижней сетке у нас хорошо стартует Сюсинь, имеет 2 победы над Овчаровым и Фальком, Матиасом, но проигрывает Фан Жендонгу 4-0. Но за третье место он довольно уверенно обыгрывает Вон Чунтина со счетом 4-2. Лига Т2 заманивает все больше болельщиков своей зрелищностью, проведением самих турниров очень качественным и красивым, и, конечно же, своим программным и материальным обеспечением. Вот у нас уже на дворе август месяц, открытый чемпионат Болгарии 13-18 августа. Харимота Таймаказу в верхней сетке под номером 1 на этом турнире обыгрывает Чен Чань Аня из Тайпея, Джин Такуя из Японии, Маркоса Фрейтаса 4-0 и попадает в финал открытого чемпионата Болгарии. В нижней сетке у нас очень хорошо начинает Мизутани, побеждает 2 своих соотечественников из Японии, но проигрывает Квадри Аруна, который в этом турнире бы сделал просто невероятные результаты. Он обыгрывает в первом раунде Мате 4-3, это очень сильный защитник из Китая, кто не знает. Далее побеждает Вон Чунтинга 4-3, Мизутани 4-3, и только в полуфинале проигрывает Жао Зихао 4-1, это также очень сильный китаец. Тем не менее, играл очень хорошо и очень зрелищно. Овчаров проигрывает также Жао Зихао, но в 1/4 финала. А Жао Зихао выходит в финал чемпионата Болгарии и проигрывает Харимота со счетом 4-2. Матч получился максимально зрелищный. Это первый титул в 2019 году молодого японца. Стоит отметить, что матч у них получился действительно очень зрелищным, так что советуем его полностью просмотреть и изучить для себя. Again, from a Challenge Series victory in 2018 to making it to the World Tour, Zhao Zihao, a lot of respect, but Tomo Kazuhari... Через 2 недели у нас начинается открытый чемпионат Чехии, Чех Open 20-25 августа. Хорошие матчи еще в сетке были в 1/32 финала. Например, Харимота Тамаказу, первый сеянный на турнире, проигрывает сразу 4-3 Кристиану Плите из Румынии. Это также очень сильный молодой спортсмен, который прибавляет постоянно, так что это такая маленькая сенсация. Ниже Фрейтас Маркос доходит до 1/16, проигрывая Ли Нижу в борьбе 2-4. Но этот тайпеец делает просто невероятные результаты и побеждает и Фрейтаса, и Хирана Юки, и в полуфинале даже Тима Бола 4-3, тем самым выводя себя в финал. В нижней сетке Ли Санг Су очень хорошо стартует, но проигрывает Тима Болу. А вчера Дмитрий обыгрывает Ксюфея, Самсонова, Франциску, Кальдерана и попадает в финал открытого чемпионата Чехии. Также маленькой сенсацией можно сказать, что это проигрыш Мате Александру Шибаеву в 1/16 финала. Кальдерана Хьюга очень хорошо стартовал, дошел до полуфинала, но проиграл Дмитрию Овчарову. В финале у нас встречается молодой тайпеец Ли Нижу и Дмитрий Овчаров. И Овчаров без практически борьбы проигрывает со счетом 1-4, а тайпеец обеспечивает себе первый титул на мировой арене.
from the silent assassin. Absolutely silent celebration, not even a facial expression. 1-6 октября у нас стартует открытый чемпионат Швеции, Swedish Open. Каждый год сюда приезжает очень много китайцев. В этом году их аж 10 в основной сетке. Сю Синь в верхней сетке очень хорошо начинает турнир, но проигрывает в 1/8 Лян Жинкуню, который наконец берет у него реванш за все поражения и проходит в полуфинал, но, к сожалению, проигрывая Ван Чунциню, который также в верхней сетке перед этим обыграл Жао Зихао, Харимота 4-0 и Пауля Дринхоа. В нижней сетке у нас очень хорошо начинает Линь Гаоянь, обыгрывая Патрика Франциску, Дмитрия Овчарова в полуфинале самого Фан Жиндонга, но уступает молодому китайцу, также левше, и Ван Чунцинь в финале получает возможность выиграть свою первую медаль и кубок в открытом чемпионате стран. Очень интересные матчи были между Дмитрием Овчаровым и Линь Гаоянем, Фан Жиндонгом и Линь Гаоянем. Также неплохой полуфинал получился и в верхней сетке. В общем, стоит отметить, что китаец Ван Чунцинь выложился на полную и получил чемпионство заслуженно. Буквально через неделю у нас начинается открытый чемпионат Германии German Open. Это серия турниров ITTF World Tour Platinum, то есть более престижные турниры. 8-13 октября они собирают очень сильные составы во главе с первым номером Сю Синем, первым сеянным. В 1/32 финала он обыгрывает 4-1 Симона Гази, беря у него реванш за чемпионат мира. Далее обыгрывает Ли Синг Су 4-2, Ян Аня 4-2. В полуфинале встречается с корейцем Жан Юнг Сиком, обыгрывает его 4-1 и не давая ему пробиться в финал. Ян Юнг Сик перед этим обыгрывает Патрика Франциску 4-2, который совершил сенсацию, обыграв Линь Гаояня 4-1. Также Ян Юнг Сик обыгрывает Нико Кениву 4-3 и молодое дарование из Тайпея, который находится сейчас в хорошей форме, Линь Южу. В нижней сетке у нас произошла также маленькая сенсация. Владимир Самсонов обыгрывает 4-3 Лема Пичфорда, но проигрывает далее Харимота Тамаказу. Лян Жинкунь обыгрывает Харимота, попадает в полуфинал открытого чемпионата Германии. Тима Боу проходит китайца Жао Зихао, обыгрывает Мизутани 4-3, но проигрывает Фан Жиндонгу 4-1. Очень неудобный для Тима Боу соперник, это стоит отметить, но далее будет еще интересней. Фан Жиндонг, попадая в полуфинал, обыгрывает Лян Жинкуня, как уже говорилось ранее, и в финале наконец-то выходит в форму, обыгрывая Сю Синя со счетом 4-1. He has shown the world that he is still here, and even though he's been world number 2 for some time now, that he still has the power to dominate, and he takes down Superman. Congratulations, Fan Zhendong. 4 games to 1. 12 по 17 ноября у нас стартует Austrian Open, тоже серии Platinum, состав очень даже хороший. В верхней сетке у нас первый сеянный Фан Жиндонг, номер 1 мирового рейтинга, легко проходит в полуфинал и встречается с игроком, который перед этим обыграл Александра Ханина, Лема Пичфорда, Дмитрия Овчарова. Это немец Тима Боу. Матч между ними получился максимально интересным. Все шансы были выиграть у Тима Боу, но удача, везение и просто стальные нервы были на стороне Фан Жиндонга. Матч этот видеть нужно каждому, розыгрыши просто зашкаливает. Советую посмотреть всем. В нижней сетке у нас Хио Кальдерана доходит до полуфинала, обыгрывая Джиха Канака, Ян Юнг Сика, Кукениву, но проигрывает Жао Зихао уже второй раз 4-0 и не попадает в финал. Жао Зихао перед этим обыграл Вон Чунтинга, Линь Гаояня и Даниэля Хэббисона. В финале у нас происходит очень интересный поединок, но Фан Жиндонг не оставляет никакого шанса Жао Зихао, побеждает 4-0 и возвращаясь в строй, конечно же, радуя своих болельщиков после долгой серии неудач. И вот у нас начинается один из самых важных турниров в году. Это Кубок мира по настольному теннису Men's World Cup. Проходил он в этом году в Чэнду, это Китай, с 29 ноября по 1 декабря 2019 года. Нужно было еще выйти из группы, пройти квалификацию, чтобы попасть в 16 сильнейших. Первый сеянный Фан Жиндонг легко попадает в полуфинал,
обыгрывая Даниэля Хэббисона, далее Тима Бола, которого обыгрывает уже 5-й раз за год. Встречается он со своим обидчиком по Т2 лиги Линь Южу и обыгрывает его с легкостью 4-0, попадая в финал Кубка мира. Ниже Хьюго Кальдерана, также неплохо начинавший, но в четвертьфинале проигрывающий Линь Южу. В нижней сетке очень хорошо стартует Томоказу Харимото. Под конец года его результаты всегда улучшаются. Он обыгрывает Квадриаруну, обыгрывает с трудом Кукиниву 4-3, попадает на Малонга и делает сенсацию, обыгрывая Малонга 4-2. В финале матч получился между Фанжиндонгом и Томоказу Харимото очень интересным, очень зрелищным. Харимото боролся, но Фанжиндонга уже не остановить. Фанжиндонг набрал настолько сильную форму и уверенность после многих побед, что играет на просто невероятном уровне и в нереальный теннис. Но он перед тем, как попасть в полуфинал, обыграл Дмитрия Овчарова и Симона Гази. За третье место встречались молодой Линь Южу и Малонг, и опять молодой тайпеец одерживает победу и занимает бронзу на Кубке мира, побеждая Малонга 4-3. Вот подходит к концу 2019 год, последний турнир года, гранд-финал, который проходил 12-15 декабря. Собирает очень сильный состав из 16 наиболее сильных теннисистов всего мира. Как всегда, у нас во главе китайцы, но также есть много очень сильных европейцев. Сю Синь, первый сеян этого турнира, легко попадает в полуфинал, но конкуренцию ему составляет очень молодой игрок из Японии, вечно кричащий Чоли, очень громко, Харимото Томоказу. 4-3 он его обыгрывает в 1/4 финала. Харимото вел 3-1, но чуть-чуть не хватило, очень неудобный для него Сю Синь. Но я думаю, в дальнейшем он все-таки найдет к нему применение и начнет его обыгрывать. Малонг также обыгрывает Ян Энг-Сика, обыгрывает Лян Джинкуня очень в сильной борьбе 4-3, попадает на Сю Синя, берет у него реванш 4-2 и выходит в финал гранд-финала. В нижней сетке у нас Линь Гаянь хорошо стартует, победив Дмитрия Овчарова и взяв реванш у Линь Южу, и попадает на набирающую форму Фанжиндонга. Фанжиндонг не оставляет никакого шанса Тима Бола после Austrian Open, не оставляет шанса Хьюго Кальдерану, который также его когда-то обыгрывал. В борьбе обыгрывает Линь Гаяня. И в финале берет также реванш у Малонга, обыгрывая его 4-1. Для Фанжиндонга год заканчивается на положительной ноте, с чем его и поздравляем. And Malong, the world will be watching as you continue to rehabilitate, to heal and get yourself ready for the biggest tournaments of 2020. Друзья, надеюсь, наше видео было вам интересно, полезно, познавательно. Хочу поздравить всех с наступившим Новым годом, поздравить всех с новогодними праздниками, Рождеством, пожелать прежде всего всем здоровья, удачи, как в теннисе, так и в жизни, исполнения всех ваших желаний и, конечно же, удачи во всех начинаниях. Играйте настольный теннис, любите настольный теннис. Но не забывайте заглядывать в наш магазин ttfu.com.ua. У нас есть все необходимое для этого, для улучшения ваших результатов. А если не знаете, что подобрать, мы вам с радостью подскажем и поможем. Спасибо вам за внимание и спасибо, что смотрите нас. С вами был Олег и канал Table Tennis for You. Увидимся.